Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видео о том, как был сделан вот этот дизайн. Этот дизайн посвящен аниме Томие, по-моему, ее зовут, или Томиё, в общем. Это девушка красивая, в которую влюбляются прям все там парни, но она их там даже натравляет на других, в общем, заставляет там делать не очень хорошие вещи, в общем. На самом-то деле это не девушка, это там чудовище, в общем, бессмертное. Ну, в общем, этот персонаж имеет два, скажем так, лика, да, то есть первый лик — это такая очень красивая девушка, то есть сущность, можно сказать, этой девушки очень такой вот злое чудовище. Вот так вот. Может показаться, что дизайн там какой-то сложный, на самом деле абсолютно не сложный в той технике, которую я ее выполняла. Особенно в последнее время я очень часто делаю дизайны именно в технике раскрашенный стемпинг. Собственно, тут она и использовалась. Для создания дизайна я использовала только одну пластину. Это SP8022 от компании Aprotega. Но чтобы просто не повторяться, в этот раз я возьму другие рисунки с пластины, поэтому, чтобы просто хотя бы был еще один не такой же типс, с другими рисунками. Несмотря на то, что дизайн темный, выполняется он изначально на белой подложке, поэтому я подготовила типс, перекрыла белым гель-лаком. Удалила дисперсию, потому что для следующего этапа мне тут дисперсия абсолютно не нужна. Итак, я выбрала два рисунка. Вот у нас будет хорошая девочка, и вот тут вот у нас несколько таких вот лиц. Это будет, скажем так, такое темное проявление. Для начала отпечатаю, можно сказать, темную сторону этой девушки. Убираю лишнее просто по периметру, но оставляя вот именно по большей части лица. Таким образом и отпечатываю. Вот так вот размещу. Все. И теперь отпечатываю положительную сторону этого персонажа. Также удаляю лишнее. И отпечатываю. Отпечатываю так, чтобы было такое вот небольшое расстояние между двумя этими рисунками, чтобы можно было в этой части сделать такой плавный переход. Вот все. Рисунки у нас в принципе отпечатаны. Дальше мне остается только раскрасить. Раскрашиваю я именно акварельными гель-лаками. Для меня это самый комфортный на сегодняшний день материал для раскрашивания. То есть раньше я пробовала акварельными красками. Да, эффект тоже хороший, но меня все-таки не устроил, скажем так. Мне не очень было удобно и комфортно работать с акварельными красками. Вот акварельные гель-лаки мне в этом плане больше нравятся. Для раскрашивания лица я смешиваю номер 11 и номер 8. Это получается вот прям такое, знаете, действительно цвет лица. При этом расход тут минимальный. Прям совсем нужно немножко на кисточку и растянуть.
это дело. Вот таким вот образом. Вот лицо у нас раскрашено. Как вы видите, я тут как-то особо, знаете, не стараюсь, особо там что-то прям не вывожу. Дальше я отмечу, ну, начинаю я, понятное дело, с таких каких-то мелких элементов. Номером 6, это красная акварелька. Я вот просто вот тут вот ставлю такие точечки, это глаза выделяю таким красным цветом, при этом также выхожу за пределы глаз, для того, чтобы это как-то смотрелось более зловеще, наверное, что ли. То есть вот под глазами тоже вот такие вот красные. Ну, то есть вообще небрежно. Вообще небрежно. И прихватываю это в лампе, ну, вот фонариком, чтобы дальше при раскрашивании все это дело просто, ну, цвета уже не смешивались. Дальше нужно раскрасить, ну, вот именно вот эти вот лица, ну, то есть мы же не можем их оставить прям белыми. Для этого это номер 6 и 4 акварельных гель-лаков, то есть смешанные. Тут у нас получается, знаете, такой серовато-синий цвет. Ну, то есть он и вроде бы, да, не такой уж и черный, ну, то есть с добавлением такого голубого что-то есть. При этом, опять-таки, небрежно раскрашиваю. То есть мне не нужно, знаете, как-то прям навалить тут цвета. Просто по большей части вот прям где нужно таким более плотным пятном, и все. Если, например, вот здесь вот я хочу засветлить, просто кисточку смачиваю в обезжиривателе и убираю там, где чересчур много цвета. Сейчас может казаться, что вот это как-то совсем не ярко, но когда мы добавим фон всему этому рисунку, то будет совсем по-другому уже смотреться. Сейчас это все так более или менее, ну, типа как будто бы совсем ничего не раскрашиваю. Волосы я также 6,4, да, вот так вот слегка ввожу этот цвет в волосы и точно так же немножко растягивает. То есть там, где вот у меня белый цвет, вот таким образом я его в принципе и оставляю белым. Ну, будет немножко такой, уже видите, то есть он прям не совсем белый, а немного приглушенный. Тем не менее, я как говорила, будет все равно такое впечатление, что, ну, типа белый цвет есть. И кофточку я также оставляю белый, потому что в этом дизайне я не делала никаких, собственно, каких-то особых цветовых акцентов. Но тут вот я этим цветом просто прохожусь именно вот по складкам рубашки. Ну и в каких-то там местах, которые я, например, хочу более или менее затемнить. Вот так вот. А так вот, ну, по большому счету, то есть получается, я оставляю рубашку ее белым цветом. Тем не менее, как я уже сказала, она не будет выглядеть белой, ну, то есть по итогу посмотрите. Ну, собственно, вот и все. Теперь я хочу отправить в лампу на полную полимеризацию, чтобы все это дело уже окончательно зафиксировалось. Полимеризовала я в лампе 30 секунд, этого достаточно. Почему? Потому что тут очень тонкий слой, и сами акварельные гель-лаки, они полупрозрачные, поэтому тут, в принципе, долго полимеризовать особо и не нужно. Теперь я беру черный гель-лак. Мне нужно сделать вот этот вот переход более плавным. Прям вот так вот выкладываю материал. Таким вот образом. И делаю просто растяжку вниз.
и растяжку вверх. На этом этапе, да, нужно, ну вот особого опять-таки старания тут нет, но просто нужно постараться сделать этот переход плюс-минус плавным. Прям захожу, да, на рисунок, на верхний рисунок и на нижний рисунок. Вот таким вот образом. И на нижний рисунок. Как-то вот тут вот затемнить мне хочется побольше. Здесь чуть-чуть отпустить тоже вниз. Ну и сюда повыше растяну. Прихватываю фонариком это дело. Пока что достаточно фонарика, как вы видите, я просто растянула там цвет. И теперь вот уже добавляю еще слой, ну вот на вот этот переход уже, знаете, так вот потемнее. Так, и чтобы у нас, в принципе, вот эта граница, чтобы она заблюрилась. Да, и то есть у нас не было какой-то такой вот четкой линии от верхнего рисунка к нижнему. Все можно отправлять, ну, в принципе, можно и не полимеризовать. Дальше осталось только поработать с фоном. С фоном тут принцип точно такой же. Это черный гель-лак. Просто растягиваю его к рисунку. Не надо сразу стараться сделать, знаете, такой вот прям плавный переход от края до рисунка прям равномерным. Нет, в первую очередь просто сделайте дымку, да, вот такой вот серую дымку. Как оно будет там по контуру, сейчас на этом этапе не стоит об этом думать. Просто делаем дымку там, где нам нужно. Все. Стараюсь просто не заходить на сам рисунок. То есть эта дымка, она у нас по контуру рисунка, да, идет. Вот таким образом и прихлопывающими движениями опять-таки вот делаю эту дымку. В нижней части тут по большей мере нужно именно плотный черный цвет, поэтому делаю дымку и сразу же делаю более темный кончик. То есть тут у нас вообще тоже, ну, внизу у нас такой, скажем так, острый типс, и его я полностью забиваю более темным цветом. Вот теперь отправляю на полимеризацию опять-таки 30 секунд. Ну и теперь остается добавить опять-таки темноты, но уже если, например, растягивала я цвет прям вот вплотную, можно сказать, к рисунку, то теперь я растягиваю этот, ну, цвет потемнее, но уже прям далеко не близко к рисунку, так чтобы этот переход был плюс-минус тоже равномерным. Вот так вот по периметру рисунка опять-таки
Если вы видите, что, например, где-то много материала, можно кисточку очистить о салфетку и опять-таки вот такими прихлопывающими движениями выровнять переход. Не бойтесь, первый слой мы же уже заполимеризовали, ну вот этот первый слой растяжки, поэтому тут ничего такого как бы, ну, не случится уже. Ничего, во всяком случае, такого, что нельзя будет исправить. Здесь вот еще немножко, еще хочу плавнее сделать переход. Ну вот, собственно, все, отправляю на полимеризацию, и дизайн готов. Когда я впервые делала этот дизайн, меня мучилось такими сомнениями, каким топом перекрывать, но в итоге все-таки этот дизайн эффектнее раскрывается и смотрится именно под глянцевым топом. Под матовым топом, знаете, он смотрится совсем невзрачно, так как тут используются, ну, в принципе, такие серо-черные тона, особо каких-то цветных пятен тут нет, и то есть если перекрыть его матовым топом, то прям, ну, совсем прям какой-то мрачный он получается. Под глянцевым топом как-то прям, ну, повеселее, скажем так. Ну и все, перекрыла топом и отправляю в лампу на полную полимеризацию. Раскрашенный стемпинг — это такой необъемный дизайн, поэтому тут достаточно среднего слоя топа. Для того, чтобы перекрыть дизайн, слоя базы тут не обязателен, потому что конфликтов между материалами быть не должно, так как при раскрашивании мы использовали гелевый материал. Ну и вот такой вот типс в итоге получился, такой как дополнение, да, к тому дизайну. То есть вот видите, сколько вариантов можно сделать с этой пластиной. Ну и как вы сами видели, то есть дизайн абсолютно несложный и очень быстро выполняется. Если вы хотите больше мастер-классов по стемпинг-дизайнам, приглашаю вас в свою закрытую группу Telegram. Ссылочка на мою группу Telegram будет в описании под видео и также в закрепленном комментарии. Ну, если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Мне будет очень приятно. Ну а я, как всегда, желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. До скорых встреч!